Залезло солнце просияло, там черное ворон прокричал, прошли самые минуты, В августе месяце этого 2023 года было ровно 9 лет, как мы прибыли на территорию Украины. Решение было принято очень быстро. Читали Виктора Суворова, по-моему, «Ледокол». И там было у него написано, что мобилизация – это уже и есть война. То есть это не преддверие войны, это война. И тогда как раз Украина объявила мобилизацию. Ну и мы поняли, что это война, и что здесь нужно определяться уже с какой-то стороны. Поскольку в России не существует уже 100 лет, и поэтому, в принципе, любые вооруженные силы, которые воевали бы против путинской так называемой России, приветствовались бы, будь то хоть Прибалтика, хоть кто бы, даже если бы это был Китай или Япония. То есть мы бы все равно бы приехали именно для борьбы с путинским режимом, потому что это наша старая война. Для нас это продолжение войны гражданской. Вот поэтому так вот было принято спонтанно, в общем-то, это решение. Мы находились на Азовском море с детьми тогда. Кончу я работу, спешу на улицу к друзьям. А почему именно Украина западная? Как нам казалось тогда, и в принципе это правда, что это все-таки здесь традиция, культура, здесь дети каледуют на Рождество. И все-таки эта территория меньше всего была под игом Советчины. Сюда красные пришли только в 1939 году. Здесь сохранилось еще многие старые люди, с которыми мне удалось пообщаться, они еще помнили то, как они жили до того, как сюда пришли большевики. Это интересно. Здесь и природа здесь, она напоминает нам нашу уссурийскую тайгу. Речки горные. Только красной рыбы нету. Оседлаю я коня гнедого с черкесским вороным седлом. За что воевали и умерли мои сыновья? Человек вообще живет. Ради чего стоит жить? Да? Ради того, за что не страшно умирать. А не страшно умирать за то, что ты любишь. Воспитаны они были, они читали духовную литературу святых отцов, читали белогвардейскую литературу, всю дроздовцы в огне, ижевцы и воткинцы. Про УПА читали много литературы, про партизан. Но, естественно, они любили Россию, любили ту Россию настоящую, царскую Россию.
Ну, в той ситуации вообще в Лукашевской Господь так все это устроял премудро. Противник наш был, значит, это была Таманская дивизия, одна из бригад. Комбриг был позывной Хохол, полковник с Житомира. А сами эти так называемые таманцы, это были, ну, белорусы были, добровольцы, были сирийцы и были тувинцы. То есть это была чисто орда, такая монголо-татарская. Вот. Парни, ну, тут парни легли за Русь. Вот, они спасли жизни других людей, уничтожили технику противника. То есть достойной казачьей смертью умерли Рома и Леня. Оглядываясь назад, 9 лет, хочу сказать нашим соотечественникам, которые там находятся, Что, ну, чтобы вы не одевали радужные очки вот эти, да, которые немножко изменяют, скажем, ваше мировоззрение, сражайся там, где стоишь. Если вы находитесь на территории РФ, вы можете гораздо больше пользы русскому освободительному движению принести там. И все-таки я вас уверяю, что это здесь страшно, когда работает миномет по вам, артиллерия, танк и все прочее. А там все-таки вы более-менее в безопасности. Сделал, отработал, вернулся. Сделал, отработал, скрылся. Ну, что такое русский мир сегодня? Ну, вообще, что такое быть русским сегодня? Это русское сопротивление. То есть русский, он должен воевать против режима. То бишь того оккупационного режима, который сейчас управляет нашей бедной страной. На всех фронтах. То есть где бы ты ни находился, куда бы тебя ни закинула судьба, с оружием в руках, там, морально, там, ну, я не знаю, любыми способами русский человек обязан воевать теперь против режима в составе русских соединений добровольческих там, или в составе украинских соединений. Это не столь важно. Важно просто само состояние войны. Войны до победы. Вот это и есть настоящий русский мир и русский дух.